Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Сможет ли Эшреф убедить Ниссана, что он не причастен к смерти Афры? Когда Ниссан увидит истинное лицо Динчера? Когда выяснится, что чувства Эшрефа к Динчеру выходят за рамки ревности? Отдалится ли Ниссан от Эшрефа, как того хочет Динчер? Поможет ли Чигдем Эшрефу найти убийцу Афры? Когда Эшреф узнает, что Динчер – партнер Кадира? Разрушится ли партнерство Кадира и Динчера из-за страха смерти Кадира? Как Эшреф докажет Ниссану свою непричастность к смерти Афры? Как Гурдал и Ермак сбегут от Кадира и его людей? Что скажет Ниссан, человек, которого поймал Эшреф, что вбьет клин между Эшрефом и Ниссаном? Может ли быть кровная связь между Хыдр-бабой и Эшрефом? Будут ли Эшреф и Хыдр-баба играть против Кадира? Динчер хочет причинить Эшрефу боль, а не убить его. Как Чигдем и Кадир объяснят ситуацию прокурору, когда их поймают? Все это и многое другое в этом видео. Если вы хотите, чтобы Ниссан не попалась в ловушку Динчера и продолжала верить в Эшрефа и вышла за него замуж, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к анализу. Приятного просмотра! Похоже, апрель станет для Эшрефа самым серьезным испытанием. Ведь уловки Динчера начнут зарождаться в сознании Ниссан, и Ниссан будет разрываться между любовью к Эшрефу и верой. С одной стороны, внутреннее убеждение, что Эшреф никогда не причинит вреда Афре, а с другой – мастерское обращение Динчера с окровавленным ножом и его послание «Теперь твоя очередь». Поэтому Ниссан будет давить на Эшрефа и требовать объяснений. Главной задачей Эшрефа будет доказать невиновность Ниссана. Для этого Эшреф будет искать доказательства самостоятельно и использовать ресурсы Чигдема. Но убедить Ниссан будет непросто, поскольку Динчер продолжит сеять раздор. Что касается того, когда истинная сущность Динчера откроется Ниссану. Пока что Динчер отлично играет свою роль. Он будет обращаться к Ниссану как к защитнику, пытаясь создать у нее впечатление, что Эшреф причинит тебе вред. Но жажда мести и отчаянная натура Динчера в конце концов разоблачат его. Его настойчивость в смерти Афры, в частности, вызовет подозрения у Ниссана. Однако, похоже, Ниссан узнает правду не сразу, а постепенно, благодаря терпению и воинственному настрою Эшрефа. Гораздо раньше станет ясно, что дискомфорт Эшрефа по отношению к Динчеру – это не просто ревность. В каждом движении Динчера прослеживается жажда мести. Когда Эшреф говорит Ниссану «держись от него подальше», он на самом деле пытается защитить ее, пренебрегая собственной жизнью. Но Ниссан поначалу воспринимает это как ревность. То есть пока не становится очевидным, что Динчер сосредоточен на причинении боли Эшрефу, а не на его убийстве. Тогда Ниссан понимает, что опасения Эшрефа были обоснованными. Отдалится ли Ниссан от Эшрефа, как того желает Динчер, будет зависеть отчасти от его убеждений и доказательств. Манипуляции Динчера вызовут у Ниссан колебания на какое-то время, но в глубине души ее любовь к Эшрефу возобладает. Когда Эшреф докажет свою непричастность к смерти Афры, Ниссан отступит. Но этот процесс будет болезненным, и их доверие подвергнется испытанию. Что касается помощи Чигдем Эшрефу. Мать Чигдема, прокурор, будет оказывать на Чигдем сильное давление. Чигдем будет находиться под давлением матери и угрозами со стороны женщины, с которой Динчер. Поэтому, даже если она не может помочь Эшрефу напрямую, она тайно попытается предоставить ему информацию об убийце Афры. Это будет крайне рискованно для Чигдем, поскольку она окажется между связью с Кадиром и давлением матери. Партнерство Кадира и Динчера также станет хрупким. Кадир будет ставить свою жизнь превыше всего, в то время как Динчер будет действовать с мстительностью. Доверие между ними начнет рушиться. Все кардинально изменится, когда Эшреф узнает об этом партнерстве. Как только Эшреф узнает, он столкнется с обоими врагами, но страх смерти Кадира разрушит его. Когда терпение Динчера на исходе, он загоняет Кадира в угол, открывая путь предательству. Ситуация между Гурдалом и Ермаком достигает критической точки.
Будучи заложниками Кадира и его людей, пара поначалу столкнется с серьезным давлением, но им удастся сбежать с помощью Эшрефа и его верного окружения. Этот момент освобождения будет невероятно тяжелым, ведь они находятся в руках такого безрассудного человека, как Кинан. Спасение Эшрефом Ирмака и Гурдала в очередной раз продемонстрирует окружающим его безрассудство. То, что скажет Нисану человек, которого поймал Эшреф, также будет иметь решающее значение. Этот человек собьет Нисана с толку и выставит Эшрефа в негативном свете, говоря что-то вроде «Эшреф обещал защитить Афру, но не смог». Нисан и без того находится в ранимом состоянии, и эти слова будут тяжким бременем для нее. Это еще больше усугубит раздор, спровоцированный Динчером. Что касается отца Хедера. Не случайно он застрелился из-за Эшрефа. Родственные отношения Хедера и Эшрефа станут предметом споров в следующих сериях. Слова Эшрефа «я обязан ему жизнью» не пустые слова для Хедера. Хедер продолжит считать Эшрефа своим сыном. Скрытая связь между Хедером и Эшрефом может возникнуть в будущем, но пока она останется на духовном уровне. Также существует высокая вероятность, что Эшреф и Хедер сговорятся против Кадира. Эшрефу трудно победить такого могущественного врага в одиночку. Хедер снова выйдет на поле боя, чтобы поддержать Эшрефа. Они вместе замышляют разоблачение Кадира. Очевидно, что Динчер стремится причинить Эшрефу боль, а не убить его. Он попытается сжечь душу Эшрефа, чтобы отомстить за отца. Разлука Эшрефа с Нисан станет одним из самых тяжелых ударов. Он считает это более суровым наказанием, чем ее убийство, и хочет, чтобы Эшреф жил с этой болью, которая обожгла его сердце. Наконец, арест Чикдем и Кадира прокурором приведет к важным событиям. Когда прокурор начнет следить за ее дочерью, он узнает правду. Узнав, что Чикдем встречалась с Кадиром, он нападет на нее. Чикдем будет изо всех сил пытаться объясниться с матерью, в то время как Кадир прибегнет к своей обычной риторике. Но этот рейд все изменит, ведь прокурор теперь будет осторожнее и с ее дочерью, и с теми, кто окружает Эшрефа. Итак, в следующей серии узел доверия, предательства, любви и мести затянется еще сильнее. Любовь Эшрефа и Нисан подвергнется еще более суровому испытанию, игры Динчера станут еще более безжалостными, а Кадир окажется загнанным в угол собственными страхами. На этом мы завершаем очередной анализ. Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.